Итак, сегодня у нас на обзоре ребята из компьютерного магазина Click, как обычно, подогнали годный девайс. Это корпус Aerocool Hive MIDI Tower с очень интересным дизайном. Погнали смотреть дальше. Вот так выглядит этот корпус. Очень необычная решетка с якобы такой вот темой под карбон. Тут красуется Aerocool. Здесь мы видим у нас два USB 3.0, микрофон, наушники, кнопка переключения либо подсветки, либо перезагрузка, USB 2.0. Сверху у нас сеточка, пылесборник, можно поставить систему водяного охлаждения, либо еще дополнительные два кулера. С этой стороны у нас такая вот стилизация. Задняя панель у нас стоит вентилятор, судя по всему, с подсветочкой. Это где-то 120-ка, скорее всего. Сбоку у нас стекло матовое, но не с нижней стороны у нас, как вы видите, тоже есть сеточка, нижнее расположение блока питания, то есть ее можно в 4 болтиках с вот такой вот прорезиненной вставкой, чтобы не царапать металлическим болтом само стекло. Стеклышко достаточно увесистое, толщина его, где-то, наверное, полсантиметра. Внутри мы что видим? Инструкция. Здесь у нас спереди стоят, если вам будет видно, я сейчас вот так положу. Здесь у нас стоят два больших вентилятора, это, вероятнее всего, 160 и тоже должны быть с подсветкой. Достаточно неплохой металл, толщина, наверное, пару миллиметров. Он вроде играет, но это, опять же, я прикладываю усилия, чтобы это было. Внутри корпуса у нас есть коннекторы, соответственно, USB 3.0, USB-шка и всякие подключалочки. Здесь же у нас дополнительно еще болтики есть запасные. Резьбы достаточно хорошие, болтики прямо откручиваются с усилием. Пульта управления подсветки здесь нет. Места здесь достаточно много, то есть под кабель менеджмент тут отличненько. Крышка не будет ничего передавливать, тут замечательно поместятся все провода. Итак, корпус светится, как вы видите, вот так. Переливается весь, как светомузыка прям. Кто любит все вот эти свистоперделки, такой же, как я, ему явно зайдет. Очень классно. Все это горит. Такой сатанинский крас. Зеленый. И всяческие вот такие разноцветные переливы. Очень даже красиво, благодаря вот этой их решетке необычной. Очень классно прям смотрится все. Тут сеточка, там внутри тоже получается сеточка, то есть двойной пылевой фильтр, что очень здорово. Если повернуть его чуть-чуть на бок, то в принципе вы увидите, тут камера не фокусируется, света от него очень много, и моноцвета. В принципе, режимов здесь не так много, но в принципе, чтобы разнообразить ваш игровой либо рабочий стол, то очень даже и годно, поднимает настроение. То есть здесь места у нас достаточно много, поток воздуха, как вам сказать, 160 мм вентиляторы, тут большой поток особо и не смогут нагнетать, но приток будет. Этот вентилятор 140, он достаточно неплохо, то есть справляться с не очень производительной видеокартой, такой как там 1070, 1080, я думаю, в принципе, он должен. Если этого будет недостаточно, можно всегда установить наверх еще парочку вентиляторов и будет вообще огонь. В целом, понравился, как это все светится. Мне этот корпус понравился, я из 5-бальной системы выбираю и даю ему 5 баллов. Мне понравился он как по дизайну, так потому что здесь стекло, потому что здесь нижнее расположение блока питания, потому что здесь уже стоят комплектных 3 вентилятора, 2 из которых 160 и один либо 140, либо 120 мм. По-моему, это 140-ка стоит. Есть у него RGB подсветка с изменяемыми цветами и эффектами. Есть все современные разъемы, есть вариант установить двухсекционную систему водяного охлаждения, а также здесь у нас очень много можно грамотно разложить проводов, то есть получить кабель менеджмент хороший. Он работает очень тихо, вентиляторы не быстрые, но в принципе, я думаю, этого потока воздуха для охлаждения внутренней системы, возможно даже игровой, вполне будет достаточно. В конце концов, если производитель системы не будет хватать, можно сюда поставить что-то помощнее, поинтересней. Все прилегает нормально, ничего нигде не люфтит, не скрипит. Снизу такие вспененный материал ножки, то есть он будет гасить вибрации от работы вентилятора. В общем, что я могу сказать? Все очень здорово. Задняя панель у нас выглядит вот так. То есть все здесь стандарт. В принципе, не мягкий, средний корпус, соотношение цена-качество. Стоит это удовольствие от 2500 до 3000 рублей.
конечно же, в компьютерном магазине Click этот корпус можно будет получить со скидочкой. Ребята сделают все красиво. Если вам надо, в этом корпусе соберут новый компьютер. И как бы все будут довольны. Все-таки Aerocool фигни не делает. Делает достаточно интересные и современные корпуса. Понравилось видео, ставьте лайк. Не понравилось — дизлайк. Пишите свои комментарии. Если у вас есть такой корпус, напишите, как он в эксплуатации, с какими трудностями или напротив, какие вы плюсы в нем увидели. Пишите внизу под видео. Ссылочка на этот корпус будет в описании ролика. Не болейте. Всем пока.